Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить креп сюзет. Это изысканный, но при этом очень домашний десерт в виде блинчика в апельсиновом соусе. Готовятся они удивительно просто, а в результате получаются очень вкусные и ароматные блинчики, которые точно удивят ваших родных и близких. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Начнем мы, естественно, с теста для самих блинчиков. Для этого нам понадобится 250 граммов самой обычной пшеничной муки, которую, как обычно, я советую предварительно просеять. В муку добавляем 40-50 граммов сахара, это примерно 2 столовые ложки, и щепотку соли. А затем слегка перемешиваем сухие ингредиенты. Теперь нам понадобится 3 яйца, у меня категория S0. Разбиваем яйца в миску с мукой. И с помощью венчика или лопатки сначала их слегка взбалтываем, а затем начинаем соединять с мукой. Когда яичная смесь немного уплотнилась из-за муки, берем 250 мл молока. У меня домашнее, очень жирное, но подойдет и обычное магазинное. Я предпочитаю добавлять молоко в муку в несколько этапов, чтобы мука вмешивалась постепенно, но это совершенно не обязательно. Можно сразу влить все молоко, особенно если вы замешиваете тесто с помощью миксера, и просто тщательно все перемешать. Когда вся мука намокнет, у вас должно получиться вот такое вот немного густоватое тесто, которое еще не выглядит гладким и однородным. Но мы сейчас это исправим с помощью кипятка, которого нам понадобится 250 мл. При постоянном помешивании вливаем в тесто крутой кипяток и продолжаем мешать до тех пор, пока тесто не станет абсолютно гладким и однородным. Примерно вот таким. Ну а чтобы потом не заморачиваться со смазыванием сковороды, вливаем в тесто 50 мл любого растительного масла без запаха. И тщательно все перемешиваем, пока масло полностью не войдет в тесто. К слову, вместо растительного масла можно использовать 50 граммов растопленного сливочного масла, которое сделает блинчики еще вкуснее. Вот теперь тесто для блинчиков почти полностью готово. Осталось только дать ему отдохнуть, чтобы клейковина расслабилась. Поэтому накрываем миску с тестом крышкой и оставляем в покое на 20-30 минут. Затем разогреваем сковороду на среднем огне. Еще раз перемешиваем тесто, которое, как вы можете заметить, после отдыха стало очень гладким и буквально бархатистым. Если у вас не получилось замесить тесто без комочков, то можно процедить его через сито. К этому времени сковорода уже хорошо нагрелась, поэтому можно начинать жарить наши блинчики. Зачерпываем небольшую порцию теста, примерно 1 половник, выливаем его на центр сковороды и быстрым круговым движением распределяем его по всему дну. Жарим блинчики с первой стороны буквально 1-2 минуты. Как только вы увидите, что края стали подсыхать и приобретать красивый золотистый оттенок, а на самом блинчике начали появляться пузыри, пора переворачивать. Аккуратно подеваем край лопаткой и переворачиваем на другую сторону. Со второй стороны достаточно продержать блинчик всего секунд 30, чтобы он просто схватился и немного подзолотился. Готовые блинчики складываем стопочкой на тарелку. В итоге у меня получилось 15 блинчиков диаметром 20 сантиметров. Как вы можете заметить, блинчики по этому рецепту получаются очень эластичными, поэтому они точно не будут трескаться, если в них завернуть начинку. Но при этом блинчики очень нежные и не кажутся резиновыми. Поэтому они очень хорошо впитают апельсиновый соус, который легко превращает обычные блины в шедевр, и который мы сейчас, собственно, и начнем готовить. Сначала подготовим цитрусовые, а именно нам понадобится 2 апельсина, с которых сначала необходимо снять цедру. Мне нравится, когда стружка цедры видна в соусе, поэтому я снимаю ее с помощью обычной мелкой терки. Но можно использовать и специальную терку для снятия цедры, и тогда соус получится более однородным. Затем из апельсинов, с которых уже снята цедра, нужно выдавить сок. У меня из 2 апельсинов получилось около 200 мл сока. Снять цедру нужно и с лимона. У меня лимон достаточно большой, поэтому я буду использовать только его половину. Если он у вас небольшой, то снимайте цедру со всего лимона. Также из лимона нужно выдавить сок.
У меня из половины лимона получилось выдавить около 40 мл сока. Цедру и сок цитрусовых отставляем пока в сторону, они нам понадобятся немного позже. Ставим на средний огонь глубокую сковороду диаметром не меньше 20 см. В сковороду добавляем 100 граммов хорошего сливочного масла жирностью не менее 82% и ждем, когда большая часть масла растопится. А когда это произойдет, всыпаем в сковороду 100 граммов сахара. У меня коричневый, но подойдет и обычный белый. Тщательно перемешиваем сахар с маслом до тех пор, пока все масло не растопится. Затем вливаем в сковороду апельсиновый сок и добавляем цедру апельсина. Быстро все перемешиваем. А потом добавляем сок и цедру лимона. И снова хорошо все перемешиваем. Ну и последний ингредиент соуса – 50 мл рома или коньяка. В идеале, если у вас есть коньячный ликер Гран Марнье. У меня его не оказалось, поэтому я просто сделала настойку рома на апельсиновой цедре. Но можно использовать и обычный ром или коньяк. Вливаем алкоголь в апельсиновый соус и прогреваем его на протяжении 3-4 минут при периодическом помешивании, чтобы алкоголь успел испариться, оставив только свой аромат, а сам соус немного загустел. Ну а теперь пришло время, собственно, приготовить тот самый креп-сюзет. Берем блинчик и складываем его в четверо, чтобы получился треугольник. И выкладываем его в сковородку с кипящим соусом. Точно так же складываем и выкладываем в сковородку еще 3 блинчика. Прогреваем блинчики в соусе буквально 1-2 минуты. А затем переворачиваем их и томим еще столько же, чтобы они пропитались апельсиновым ароматом и с другой стороны. Снимаем сковородку с готовым десертом с огня и выкладываем готовый креп-сюзет на порционную тарелку, а сковородку с соусом возвращаем на огонь и готовим следующую порцию блинчиков. Подавать такие блинчики лучше всего теплыми. Можно дополнить их дольками апельсина и листиками мяты или шариком ванильного мороженого или нежными взбитыми сливками. Если вы же хотите произвести вау-эффект, то при подаче блинчики можно фламбировать, используя все тот же ром или коньяк или традиционный Гран Марнье. Поверьте, сочетание горячего апельсинового соуса и нежнейших блинчиков – это нечто особенное и незабываемое. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И обязательно подписывайтесь. В моей тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!